Всем привет! Меня зовут Брынцева Татьяна и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И по опросу, каких больше мастер-классов вы хотите видеть на моем канале, самыми популярными ответами были создание сережек из полимерной глины и работа в различных техниках. Именно поэтому я сегодня с вами делюсь идеей создания стильных сережек-гвоздиков техники имитации камня. Определяемся с теми оттенками глины, которые мы будем использовать. У меня это синие и голубые цвета. Подбираем несколько оттенков как из классической серии, так и из серии шифон или с эффектом блесток. А также используем нейтральную полимерную глину и классический синий. Дополнительные оттенки мы не трогаем, а вот нейтральный и синий начинаем перемешивать до того состояния, чтобы у оттенков глины получился плавный переход. Нарезаем каждый оттенок глины на мелкие кусочки. Смешиваем эти кусочки вместе, делая крошку еще мельче. Для контраста между синими оттенками глины можно добавить белой пластики. Нарезаем получившуюся колбаску синим и нейтральным цветом. Еще раз перемешиваем и шинкуем получившуюся крошку. Чтобы добавить металлические отблески на срезы полимерной глины, можно добавить поталь золотого или медного цвета. Также добавляем пару капель белой акриловой краски и все хорошенечко перемешиваем. Делаем для того, чтобы краска как можно больше окутала получившиеся маленькие срезы. У меня краска меловая, и поэтому я делаю это очень быстро, пока она не успела высохнуть. Сжимаем и подготавливаем бочонок для дальнейшей работы. Если вы добавили очень много акриловой краски, она у вас выходит за пределы получившегося бочонка, то после его формирования просто пройдитесь влажной салфеткой по всей заготовке и уберите излишки. Даем немножко заготовке остыть, чтобы она у нас сильно не деформировалась, и нарезаем ее вот на такие срезы. Ширина каждого среза должна быть 1-2 мм. Далее срезы укладываем в общий пласт и прокатываем его скалочкой, чтобы убрать видимые зазоры между этими срезами. Сворачиваем заготовку пополам и снова прокатываем ее скалочкой. Раскатываем глину в одном направлении, чтобы не сбить рисунок. Делаем так до тех пор, пока нас не устроит результат. Определяемся с формой сережек и подходящими катерами вырезаем заготовки. Я также для работы буду использовать черный цвет с блесками. Он будет находиться на контрасте, разделяя каменные заготовки. По желанию однотонные заготовки можно дополнить полосками с каменным рисунком. Мы можем разместить заготовки на тонком необожженном листе полимерной глины, вырезать их по контуру и отправить на обжиг, тем самым сделав заднюю стенку будущим сережкам. А можем сделать их цветными с двух сторон. Но чтобы в этом варианте они получились прочными, добавляем пены между заготовками. Для этого тонкой иголочкой намечаем отверстия в обеих заготовках, куда вставляем металлические пены. И соединяем заготовки друг с другом. Для того, чтобы глина между собой еще лучше зафиксировалась, проходим термоклеем. После того, как заготовки обожглись и остыли, добавляем металлическую основу для сережек. Я использую повторный обжиг, потому что только так серьги можно сделать прочными, и такой вариант не заменит ни один клей, кроме эпоксидной смолы. Вот так хорошенько прижимаю основу с задней стенки и снова отправляю сережки на обжиг. После конечного обжига прохожусь мелкозернистой наждачной бумагой по поверхности полимерной глины. Во-первых, таким образом мы уберем все шероховатости с поверхности, отпечатки пальцев и микропылинки. А также вы заметите, как переходы цвета между оттенками классических и полупрозрачных цветов станут более явными и заметными. Друзья, после всех манипуляций заготовочки с имитацией камня я покрываю топом. Это практически то же самое, что уф смола, и отправляю сережку в лампу для застывания топа. Однотонную часть покрываю лаком для полимерной глины. И вот наглядный пример, как сережка выглядит до покрытия и после. Если у вас нету лампы, то
Покройте изделие 2-3 слоями лака. И вот и все. Вот такое красивое украшение с имитацией камня у нас с вами получается. Спасибо за просмотр, и я надеюсь, что это видео было для вас полезным. До новых встреч на моем канале.